Как дела, Сисун? Таранов Жека, мое почтение. А сейчас мы приехали в исторический район города. Там проходил Волгодонской канал. Хрущево-сталинский период. Минает Волгоградскую набережную. Хоть там и поменьше, но давайте пройдем и посмотрим, что этот город может нам предложить. Сэндвич с томленой свининой и макаронами. Какова красота! Какие ваши доказательства? Даже две, кошмар. Смотрите, они здоровые. Просто огромные. Замеряем все до миллиметра, чтобы все было идеально. Мы едем в Темекулу. Понеслась! Мы уже давно рассматриваем место для переезда, которое может предложить комфорт Сан-Диего, но не такое дорогое, и особенное внимание мы уделяем семейным городам. Сегодня, чтобы разнообразить свой день, мы решили поехать в городок под названием Темекула. Он находится в 30 минутах езды от Сан-Диего и не такой большой, но я думаю, мы найдем чем заняться. Сегодня мы приехали в калифорнийский город под названием Темекула. Хотим погулять здесь и посмотреть, что он может предложить рядовому обывателю. Есть спецы, что это такое за установка? В комментариях напишите кто-нибудь, для чего это, что это. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Первая остановка — детский парк вот с таким вот искусством. Статуи черепахи, ящерицы, бревно и шикарный, просто потрясающий вид. Пойдемте подойдем поближе. И вот такой шикарный, потрясающий вид сзади меня. Посмотрите. А также у всех желающих есть доступ бесплатный к воде. Можно попить, набрать в бутылку. Она, конечно, не фильтрованная, но когда хочется пить, сойдет. Либо как здесь, просто ставите сюда бутылку и набираете сколько надо. Очень удобно. В любом парке вам покажут, что растет в этом парке, какие растения, животные. Клубничное дерево, ничего себе. Я видел эти плоды, но никогда не думал, что это клубника. Надо попробовать. А еще мне нравится, что в Америке везде есть публичные туалеты, и они чистые, убираются каждый день. Они абсолютно бесплатные, а не за 50 рублей за покакать. Американские парки, особенно парки Калифорнии, очень красивые и ухоженные. Здесь всегда есть доступ к воде и почти бесплатные общественные туалеты. А единственная проблема в американских, особенно в калифорнийских парках, это то, что когда гуляете по парку, нужно смотреть себе под ноги, потому что довольно часто здесь ползают гремучие змеи. Это город Темекула, он находится в получасе езды от Сан-Диего. Чем он привлекателен для людей, особенно для семей, это тем, что всего полчаса от Сан-Диего, а цены здесь намного ниже. Из минусов то, что здесь намного жарче, чем в Сан-Диего, из-за удаленности к океану и близости к пустыне. Но с другой стороны, полчаса до океана, а дома у вас есть кондиционер, так что жара — это уж и не такой большой минус. Смотрите на это, очень похоже на сирень. Немного даже пахнет как сирень, но это, естественно, не сирень. Потому что это какое-то дерево, а сирень, насколько мне не изменяет память, это куст. Но цветочки очень красивые и вкусно пахнут. Практически везде растет лаванда. Лавандовый мед, наверное, очень вкусный, посмотрите. Сколько пчел. Город начал отстраиваться относительно недавно, поэтому каждые несколько миль можно встретить вот такие прекрасные зеленые парки с идеально подстриженной травой и детской площадкой. Не зря Темекула считается лучшим семейным городом Калифорнии. И я вам могу сказать, что парки здесь намного лучше, чем в Сан-Диего. Смотрите, просто персидские ковры. Это очень приятно. Хоть я и в туфлях, но нога приятно утопает в зелени. А сами площадки — это просто произведение искусства. Смотрите, здесь есть все, о чем могут мечтать дети. Если бы у меня была такая площадка, когда я был маленький, я бы был самым счастливым ребенком. А вот в таких домах живут местные жители. Еще один парк. Здесь отдыхает много людей, просто сидят на траве и наслаждаются солнечным днем. Также есть всякие развлечения, типа вот таких лодочек. Может быть, мы попробуем на них покататься.
но это не точно. Даже есть фонтан. Я думаю, что этот фонтан сделан для аэрации, потому что это озеро, вода стоячая, чтобы она не затухла. Вот устанавливают такие фонтаны, чтобы насыщать воду кислородом. Отменяется поездка на лодочках, слишком жарко, а мы забыли взять солнцезащитный крем. Так что просто обойдем вокруг озера. Черепаха живая на камнях сидит. Даже две, кошмар. Смотрите, они здоровые. Просто огромные. Одна убежала, а вторая осталась. Вторая посмелее будет. Но их там было даже не две, а три. Одна маленькая, одна большая, прям гигантская, и средняя. Мама, папа и ребенок. Вот мама осталась, а папа с ребенком убежали. Нравятся американские парки, это тем, что здесь всегда много живности. Мы только что видели черепах, а теперь здесь отдыхают утки. Я думаю, что их можно покормить, хотя и не рекомендуется, но смотрите, какие они милые. А черепаха решила сделать гимнастику. Смотрите, как она отклячила ногу. Настоящий гимнаст. Опять куча уток. Но я еще не видел ни одной белки. Обычно в таких парках куча белок. Переходит дорогу, переваливаясь своими красными лапками. И другая группа отделилась от них. Эти пошли покушать то, что осталось после чьего-то пикника. А те пошли спать. Минают Волгоградскую набережную. Хоть там и поменьше, но примерно такая же архитектура. И посмотрите на цвет этой воды. Она изумрудно-зеленая. Я думаю, что это из-за каких-то водорослей или ферментов. Потому что я жил в Волгограде, и там проходил Волгодонской канал. Тоже стоячая вода, и где-то в августе вода начинала зеленеть. Как говорила моя бабушка, это из-за того, что Илья в воду нассал. Не знаю, правда или нет. Кто разбирается, напишите в комментарии, правда вода зеленеет из-за того, что Илюшка в воду сыт или нет. Даже в парке есть бесплатная библиотека, где вы можете принести свои ненужные книги, либо взять, почитать, принести ее обратно, или поменяться с кем-то книгами. И потом сесть, вот, почитать на этой лавочке. Мне очень нравятся американские парки именно из-за этого, потому что все благоустроено, есть туалеты, есть вода, есть где посидеть, есть где полежать, и есть даже что почитать. И только посмотрите на эти дома с картинки. Возможно, когда-нибудь я смогу себе позволить такой дом возле озера. Буду выходить с утра, ловить рыбу, пить кофе и радоваться жизни. Но, скорее всего, это будет, когда я выйду на пенсию. Вот в город. Это центр города, скорее всего. Исторический музей. Почему я говорю музей, если это музей? А сейчас мы приехали в исторический район города. Это, собственно, даунтаун. Здесь находится большинство всяких магазинов, памятников, парков и всякой развлекухи. Давайте пройдем и посмотрим, что этот город может нам предложить. Никто не хочет сделать расклад натальную карту себе. Гадалка. Здесь даже Марио с Луиджи кайфуют и оттягиваются. Обещает быть интересно. Bottega Italia, это типа итальянский бутик. Open today? I'm close to that. This is the local deli. Making bodega. Через дорогу лимончелло. Ну, лимончелло — это напиток, водка, смешанная с лимонным соком. Но это тоже бутик. Одни сплошные бутики. А это здание очень напоминает волгоградский стиль. Кто был в центре Волгограда, там таких зданий очень много. Хрущево-сталинский период. Прям один в один. Как будто дома побывал. Все, давайте. Едим или перекусываем? Перекусываем, но тут, мне кажется, такие порции, что получится только по маяку. But I feel give me $2,000 We just need a couple more. It's no problem. I'll drop this. Это у нас девчонка была.
No, we're ready. What nuggets are for? For me, pulled pork with coleslaw. And coleslaw, perfect. Can I get a pulled pork sandwich? Sandwich for your side. Can I please get appetizer, swinging, starter, fries? Slider. Can I get a fried chicken sandwich to your side? And then any other drinks I can get you guys? No, we're fine. I'll go pop. You can take those menus out of your way. Sorry. Thank you. Why just Yeah? Yes, go. But don't say stir. Как? Громко и как? Stir. No, we're okay. Как monotone voice. You're just like, wait, you say like I don't. No, we're fine. Какие ваши доказательства? Классическая такая кафешка придорожная, американская забегаловка с барбекю, крылышками, френч-фрайсом. У нас тут еще кладбище под окном, кладбище домашних животных. Сейчас будем кушать. Принесли нашу еду, посмотрите, это томленая свинина с салатом с капустой. Тут у нас куриный бургер с френч-фрайсом. Тут маленькие бутерброды с разным мясом. Тоже там томленая свинина, томленая говядина и индейка. И это сэндвич с томленой свининой и макаронами. Будем пробовать. Свинина просто мягкая, разваливается. Свинина вкусная. В меру соленая. Иногда бывает недосоленая. Но здесь соленая, мягкая, сочная, жирненькая. И еще в прикуску с салатиком вообще залетает на ура. Кто любит, может, малосольных огурчиков. Тоже вкусно. А мы управились. Это было очень вкусно, но слишком много мяса. Это даже для меня было too much. Я доел все, а все остальные не смогли даже половину осилить, несмотря на то, что они заказывали аппетайзеры. Это было too much. Пока дети здесь развлекаются, родители тоже развлекаются. Зашли в такое место, тут игровые аппараты и бар. Тут у нас Гимлет, а это мексиканское пиво. Мексиканское пиво всегда подается с лаймом. Вкусное, жигулевское. Сейчас будем утолять мой азарт и посмотрим, насколько я удачливый. Короче, смотрите. Тут секрет такой, что нужно никогда не вытащить игрушку, которая вдалеке. Нужно брать, которая возле дырки. Самая возможная игрушка, которую можно вытащить, это вон там розовая собака. Давайте попробуем. Засовываем деньги туда. Подносим. Замеряем все до миллиметра, чтобы все было идеально. Чтобы схватить ее, кидаем. Это фиаско, братан. Это полная фиаско. Когда мы приехали, город готовился к какому-то фестивалю, а центральная площадь была заставлена палатками со всякой всячиной. Мы ничего не купили, но с удовольствием прошлись по рядам. Ах, ну и куда же без лабубы? Еще Темекула знаменита тем, что на закате и рассвете здесь можно увидеть множество воздушных шаров. А при желании можно полетать над городом и полюбоваться на виноградники. Wonder Woman.
Тут всякие напитки со вкусом, лимонад со вкусом рыготины, червей, пердежа, болота, мучной серы. Прям как в Хогвартс попал. Пробовать я это, конечно, не буду. И тут еще, смотрите, капитан прыщавая жопа жрет курицу. Yes, sir. Короче, ребят, смотрите, что у меня есть. С пафосом открываем, достаем. И помните, курение сигарет убивает, а курение жевательных резинок продляет жизнь и даже освежает дыхание. Помните? Так, очищаем. Следующая остановка — сад, который называется Розовый рай. Здесь много всяких цветов, животных и растений. Еще куча муравьев. Смотрите на это безобразие. Вижу здесь цветы, розы. Там какой-то маленький пруд. Здесь можно посидеть. Смотрите, какая красота. Заходим. Садимся. И наслаждаемся. Смотрите, зайчик. Еще один. А помимо зайчика, здесь еще есть вот такие слова. Очень важные слова, между прочим. Тут у нас, смотрите, гранаты. Настоящие гранаты. Их жалко, не спелые. Я бы нарвал. Я, конечно, бы не нарвал. Я воспитанный. Вон, смотрите, гигантские просто подсолнухи. Посмотрите, тут кувшинки. Рыбы, по-моему, нету, но все равно, даже с кувшинками. Ну какова красота, какова красота! Ну вот и закончилось наше путешествие. Мы возвращаемся домой. Это был отличный день, мы отлично провели его. Мир настолько разнообразный и красочный. Даже отъехав 30 минут от своего дома, можно найти достаточно развлечений, чтобы провести весь день. Путешествуйте, друзья!